Всем добрый вечер. Сегодня 14 сентября, и я решила снять видео, показать, как я сушу шиповник. Шиповник – это кладезь витаминов, особенно витамина С. Также шиповник обладает мочегонным эффектом. А если высокая температура, то шиповник плюс иван-чай, медок. И еще немножечко можно добавить пропольса, 5 капель в этот чаек. И температуру как рукой снимет. С июля месяца мы запасали иван-чай, огурчики солили, помидорчики, делали разные салаты, кабачковую икру. А сейчас время пришло заготавливать шиповник. Шиповник мы пьем вместе с иван-чаем. Чай в магазине мы не покупаем. Мы уже несколько лет заготавливаем иван-чай плюс шиповник. Я набрала около ведра шиповника, перебрала. Мыть я его не буду, он чистый. Так что будем сейчас его закладывать в сушильную камеру. Сушить иван-чай я буду в этой электросушилке. Она состоит из 6 поддонов. Закладывать мы будем шиповник в один ряд, чтобы быстрее и лучше просушился. Для каждой ягоды и каждого фрукта есть своя температура. Мы будем сушить при 70 градусах в течение 6 часов. Мне нравится электросушилка. Чем? Она оснащена электродвигателем и электронагревателем с термовыключателем. Значит, здесь у нас, я уже говорила, 6 поддонов. И в эти поддоны убирается очень много ягод и фруктов. Будем складывать их в поддоны вот таким образом. Удобно. Так, и еще один рядок. Где-то листочки, ничего страшного. Если есть пораженные ягодки, их тоже можно убрать. Так что зимой мы будем с витамином С. И не только. Хорошо просеивает весь лишний мусор. Ну, листочки, ничего страшного. Вот третий поддон. И так далее. Шиповник, он очень красивый, ярко-красный и бордовый. Ну, немножко есть оранжевый, бордовый, он поспевший. Но он нисколько не мягкий, только сорвали. Когда шиповник оборвали, его нужно быстренько сушить. И если быстро сушим его, там все витамины сохраняются. Чем быстрее сушим, тем больше витаминов. Вот такая красота. У нас где-то около ведра. Вот на всю зиму нам хватит. Потом мы его где-нибудь или в кофемолке пропустим. Или где-то. Вот. Будем пить чаек долгими зимними вечерами. У нас все уберется. Конечно, все убралось. Так что вот
крышечкой. Лишнее убираем. Так, ну и все. Сейчас включим его в розетку. Включаю в сеть, поглядываю. Ну все, процесс пошел. Всем добрый вечер. Вчера вечером в 8 часов мы поставили на просушку шиповник. Объем у нас был большой, около 10 литров. Спустя 9 часов при температуре 65-70 градусов шиповник у нас просушился. Процесс закончился. Ну, сейчас посмотрим, что у нас из этого получилось. Шиповник просушился, уменьшился в объеме почти в 2 раза. Если мы подробно загружали в один слой, у нас даже дна не видно было. Вот, а сейчас он уже вот проблески. Шиповник сушился равномерно. Вот так вот, все. Цвет красивый, насыщенный, бордовый. В начале просушки был такой бесподобный запах. Напоминал яблочное повидло. Ни одна ягодка здесь не подгорела. Шикарный, конечно. Раньше я сушила в газу, в газовой и в электрической духовке. Ягоды подгорали. Их надо было постоянно мешать, смотреть за ними. А это я поставила на 9 часов. И без проблем они высушились. Ровные, красивые, даже глянцевые такие. Ну, вот он сухой шиповник. На всю зиму, я надеюсь, нам хватит. Но если не хватит, еще подорвем. Ягод много в лесу. Можно еще съездить и не сушить. Вот кажется, вот такой красивый. Очень хороший. В этой сушилке я сушила лук репчатый. У нас его очень много осталось летом. Чтобы не выбрасывать под овраг, я его просушила. Вот он у меня, видите, какой хорошо просушенный. Очень мне эта сушилка понравилась. Здесь лук вот и фиолетовый, и белый. Очень хороший. Также я сушила в этой сушилке иван-чай. Вот он у меня, иван-чай. Вот. Очень сухой, симпатичный. А уж запах, видеокамера, конечно, этот запах не передает. Вот. И потом я его в ящичек. И будем пить вместе с шиповником. Сейчас будем заваривать иван-чай. Собственно, приготовление ферментированный, высушенный, вместе с шиповником. И через 15 минут я вам покажу результат. Какой он у нас красивый будет. Так, оставляем на 15 минут, чтобы листочки иван-чая раскрылись. Шиповник тоже соединился с иван-чаем, чтобы у нас иван-чай с шиповником был насыщенный и красивый. Ждем 15 минут. Вот такой у нас получился иван-чай с шиповником. Пейте, запасайте, пейте с удовольствием. Его заваривать можно, заливать кипятком несколько раз. Но прежде нужно выпить до конца, до сухого. Потом бросить несколько ягодков сюда и несколько листиков иван-чая.
И снова попить можно в течение дня. Если бы не эта электросушилка, не был бы у нас иван-чай шиповника. Подробно узнать об электросушилке и приобрести ее можно по ссылке к данному видео. Оставляйте комментарии, мне это очень важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что будет много интересного о жизни в деревне. Пока.